А это мама. Вот когда папу арестовали в этот год. Она все время плакала, у нее все время лицо было опухшее. И мы все боялись за нее. А это папа перед арестом. А это в лагере. Вот. Я уж теперь не помню их имен, кто они. И в серединке я. Больше всего мне запомнилось, когда в школе меня принимали в пионеры. Это было так торжественно. Никакой музыки не было, ничего не было. Был только барабан, и выносили знамя. И мы считали, что мы прям, не знаю кто, получили чины. Но в нашем представлении это было чем-то очень грандиозным. Это не только у меня, это и у моих сотоварищей тоже. Мне казалось, что из меня тогда сделали человека. А до сих пор я не чувствовала, кто я. А тут я почувствовала, что я вроде человек. Для нас Ленин был это святое. Но нас так воспитывали. Сталина я вот так видела. Потому что в школах отбирали на съезды приветствовать ЦК таких более-менее чистеньких детей. Мою сестру всегда брали, она хорошенькая была. Меня брали, я толстенькая была. Показать, что наши дети упитанные. Это такие ударные какие-то слова были. Дорогой наш вождь и так далее. Все дорогой, 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 великий. Нас выводили строем, со знаменами, под барабан. Все это так торжественно для нас было. А что особенного? Ничего особенного не было. И мы на трибуну входили, а потом нас в гостевую, вот где лавки эти вокруг Кремля, на лавки сажали, а потом в автобусы маленькие и развозили по домам. Давали по коробке конфет. Это я помню. А конфеты тогда мы мало покупали в доме, поэтому был праздник. Я была удивлена, что он маленького роста. Я представляла его глыбой. Но я промолчала, ничего никому не сказала тогда. Но чувствовала, что у многих такое разочарование маленькое, потому что мы же только портреты видели всегда. Вот. Но глаза у него добрые были, ничего не могу сказать, такие какие-то смеющиеся. Но мы мало понимали в этом. Но отношение позднейшее у меня изменилось, когда папу арестовали. Я не понимала, за что. Мне же он казался честным, святым человеком. Это для меня был эталон подражания. Папа оделся, простился с нами в удивлении. Мама была тоже в удивлении. Мы, дети, были очень испуганы. А потом мы же были такие передовые пионерки, сразу почувствовали себя какими-то ненужными людьми. Вот это я помню.
Это было какое-то такое унижение страшное. Я потом в школе, как перестала выделяться среди учеников, все старалась в тени быть. Стеснялась всего. Мы верили, что это ошибка. И ждали. И когда пригласили нас проститься с папой, его отправляли в лагерь, мы тоже не верили. Мы думали, что мы придем, и его отпустят с нами домой. Теперь-то я прям могу это квалифицировать, знаете, как зверинец. Людей заперли, нас оттеснили, и мы издали смотрели. Только я помню, папа как мне рассказывал, он работал на заводе Ильича, и там выступали Троцкий и Ленин. И папа об этом рассказывал мне. Ну, не только мне, а за столом. Что Троцкий скажет, Ленин ответит. Ленин скажет, Троцкий ответит. Вот такой диспут был. И мы, говорит, рабочие только поворачивались то сюда, то туда, то сюда, то туда. Оба были речистые, оба очень хорошо говорили, очень убедительно. Но вот расхождение, я не понимала тогда и до сих пор не знаю, какие особенно расхождения были у них. Но расхождения были значительные между ними, наверное, раз они так разорвали отношения. Ну, тогда анекдоты какие-то ходили, но я их не запоминала, потому что не знаю почему. Но уже позднее я слышала один из анекдотов, который, думаю, был тогда, существовал, что Ленин, Троцкого, что-то такое, не помню уже, как сейчас формулировать его, про вот эти диспуты, про разлад. Это теперь мы много знаем. А ведь раньше мы об этом ничего не знали. Ночью очень многие прям вот ждали, что придут. Не к тебе, так к соседу. Вот такое было. Это точно. Если не к тебе, то к соседу придут. А были дома. Вот у нас учился ученик, не помню его фамилии, мальчик, очень талантливый, но очень некрасивый. Звали его Натан. Не помню фамилию. Так вот, он рассказывал, что, а мы, говорит, дома ночью не спим, потому что вот ждут. И действительно, его отца арестовали, а потом и мать арестовали. Во-первых, я была беременная, на 8-м месяце уже. И вдруг арестовали, увели сначала мужа, а потом начали обыск. Всю ночь был обыск, и мне разрешили даже прилично постель, потому что я уже изнемогала. А потом предъявили ордеры мне на арест и увезли. Меня увезли днем, уже под утро. Я в боксе очень долго сидела. Потом в камеру на 2-м этаже, как там вели, в общем, камера, в которой, в общем, метров 11, наверное, нас было 8 человек. Прям кровать к кровати. Все друг к другу
как-то, знаете, сразу, ну, недоверчиво относились, боялись друг друга. Я, например, никогда ни с кем не разговаривала. Но меня вызвали, врач вызвал, как вы себя чувствуете, вроде. Ну, что я могла сказать? У меня первая беременность, я не знала, как я себя чувствую. А в это время в организме происходил страшный процесс, то есть на нервной почве. Я в больнице несколько дней пробыла и родила. Очень тяжелые роды были. Ребенок прирос, и послед прирос. Это страшно вообще. По-фашистски делали ручное отделение последа. Это ж все равно, что ребенка обратно вставили. Ну, в общем, тяжело. 2 дня или 3 ребенок жил. Мне его не приносят. Я спрашиваю, молчат. И врач ничего не говорит. То ли это умышленно было, умертвили его, то ли что, я не знаю. А потом началось следствие, вызывали вот ночами. А потом, значит, где-то в декабре 43-го вот вызвали в Бутырке в бокс на прочтение приговора. Дело закончилось. Чего я там подписывала, я не помню, потому что мне так было все безразлично тогда. Я считала, что конец. А разговор вокруг, с кем я сидела, все получали расстрел. Ну и я считала, что расстреляют. Только думала, за что? Непонятно. Но психология, конечно, была нарушена в данный момент, потому что такие мысли приходили не благополучные, я считаю. Я, например, считала, что я сижу ни за что, а вокруг меня люди, наверное, виноваты. Но не знаешь же, никто не говорит о своих делах, все молчат. Вот. Но сам себя оправдывал. Когда только поступила, там 58, 10, 8, 11 была. 4 еще не знаю, какая там статья была. Много. И я прямо со страха не знала, какая статья, и все расстрельные. По всем статьям конечные результаты расстрел. 8 – это шпионаж, расстрел. 11 – не помню чего. 10 – это рассказ анекдотов. Я помню, я рассказала анекдот, который вся Москва рассказывала, не только я. Я услышала, то ли в очереди где, то ли где. И в учительской рассказала, а Роня Михайловна, учительница русского языка, подошла после этого ко мне и сказала, говорит, ты не рассказывай никаких анекдотов. Чего она меня так предупредила? И уже позже я так узнала, что секретарь наша, в общем, на меня что-то написала. А я вот единственный анекдот рассказала, больше ничего не рассказывала никогда. Это какой президент, какой, значит, страны, чем занимается. И что вот у нас вместо того, чтобы вооружаться и, в общем, крепить армию,
сажают деревья. А действительно, тогда на Тверской деревья сажали, тогда этот самый пакт Риббентропа был подписан, все мирно шло, что мы к войне не готовились. Ну и что в этом анекдоте было? Ни против государств, ни против чего. А вот этот анекдот фигурировал. Второй раз арестовали, это я совершенно точно знаю. Мы жили на... забыла, как называется. И я работала в 201 школе рядом. С нами жила соседка, она в трамвайном парке работала что-то, Маша. И все меня выпытывала, все меня выспрашивала. Я говорю: Маш, но ты же тоже любишь родину, и я люблю родину. Я говорю: ты же тоже, наверное, не поедешь. Нет, я бы уехала куда-нибудь. Но я к этому относилась. Ну, в общем, такие провокационные вопросы, конечно, были. Я теперь это поняла. Вот. Это ее показания были второй раз на мой арест. Но нас арестовали и папу, и маму, и меня, и сестру. И второй раз мне особенно ничего даже не предъявляли. Держали долго на пересылках. Вот на Новосибирской пересылке я встретилась с папой. Ему ж тоже не дали никакой статьи. Ему дали 7,35, социально опасный. А мне мои старые статьи дали. Вот когда этап шел, это я помню, вот так в снег нас, молодых, отправляли. Я помню, меня тоже отправили, и я прям падала на снег и своей тяжестью приминала, потому что я идти не могла, как вот эти бендеровки шли, девочки, они сильные, украинки. Но мы их звали бендеровки, они сами себя так называли, они даже гордились этим. Вот, помню, мы так прокладывали дорогу, шли, снега столько было, с колонны на колонну, и с работы иногда шли тоже вот по такому же снегу, по пояс. Дорог там не было. И вот когда отставал кто-то, падал, считалось побегом. Вот один раз в нашей колонии расстреляли женщину. Кого, я не знаю. Но она упала и довольно далеко отстала от колонны, и ее расстреляли. Конвой. И за это он получил часы. За бдительность. Вот я попала на 29-ю колонну в Тайшет. Тоже в Тайшете на пересылке была, но я ее очень плохо помню. Там немного нас народу было, какие-то небольшие партии прибывали. Ну и сразу в большой барак попала, где вот почти 100 человек. Меня, как новичка, хорошо приняли. Дали мне хлеб, помню. Потом назначили на работы, на сучья рубить. А я слабенькая, и норму не выполняла, и мне давали 300 грамм хлеба. Но я и так была слаба, а тут еще недоедание, потому что давали 300 грамм и кружку воды
и больше ничего. Я об этих масштабах узнала только в лагерях. А в лагерях я была на пересылке в Красноярске и Новосибирске. В Красноярске я была с бытовиками. Ну, они разные люди, но среди них есть и талантливые очень. Когда нас там отправляли на какие-то работы, то я помню почему-то, не знаю, почему это происходило, откуда это было известно, но конвой вызывал мою фамилию, помню, сажал меня на рельсы, когда мы на железной дороге работали, и заставляли меня рассказывать. Ну, что я им рассказывала? Мифы греческие. Дюма рассказывала, Жюль Верна рассказывала. Вот они слушали прям с открытыми ртами. Вот это я запомнила. Я только помню, я была в больнице в 1953 году. Вот у меня началась там желтуха. И на втором этаже мне кто-то подложил газету. Кто подложил, не знаю. Только я вдруг... А нам же не разрешали пользоваться печатью. Нам даже книг не давали. Так вот, я помню, я взяла эту газету и не знала, что с ней делать, как ее спрятать. И кто положил, я тоже не знала. Так вот, помню, пошла в туалет, выбрала момент, когда никого нет, и так краем глаза, смотрю, написано «Смерть Сталина». Вот когда я узнала о смерти Сталина, там в лагере. А после того, как я узнала о смерти Сталина, в 1954 году уже начались освобождения. И в 1955 уже где-то в конце дошла очередь и до Тайшета. Долго это очень длилось, само освобождение растянулось. Не торопились нас освобождать. Я, как комсомолка в свое время, считала, что Сталин не знает всего, что творится. Так мы думали. Мы считали, что это ошибка истории, ошибка времени. Вот не винили мы никого. Просто считали, что это ошибочные временные какое-то явление. Кто-то ошибся. А так я не знаю, я не помню, чтобы я кого-нибудь обвиняла. Вообще о себе, как вот о человеке, что я такое, я только считала, что я люблю свою родину, я русская, и что все, что вокруг творится, это несправедливость дикая, что за это когда-нибудь человечество поплатится. Вот это было мое убеждение. Откуда оно ко мне пришло, не знаю.